Вот что сделано за 4 дня. Здесь порядка 50 квадратов. Там за угол еще. Смотрите, какой туман сегодня у нас. Вообще метров 30 и уже не видно ничего. Так, утепление есть. Здесь десятка везде. Что касается дюбеления. Здесь как бы неровная стена. Здесь еще есть выступающие элементы. Так вот, по углам, обратите внимание, через каждые 50 сантиметров пробиты зонтики. Вокруг окна тоже через каждые 50 сантиметров все пробито. Как бы не на 5 точек. Листы их сами крепим, если целый лист на 5 точек. Остальное все пробивается по периметру. Соответственно, если бы это была минвата, она была пробита вверх, там где вата шириной 60, она бьется через 30 по углам. Здесь пенопласт метровый, поэтому через 50. Все углы, все пробито досконально. Вот так это смотрится сбоку. Так, почему у нас получились вот эти все выступающие элементы? Это не потому, что задумка такая дизайнерская, а все просто потому, что здесь и так изначально выступали колонны, выступал цоколь, и причем цоколь был одной ширины, колонны были другой ширины, верхняя вот эта вот выступающая часть третьей толщины, ширины толщины. И поэтому постарались все это подвести как бы в одну плоскость, чтобы более-менее как-то красиво все это смотрелось. На самом деле, сейчас когда сделано, здесь уже этого не видно, но здесь использовалось двойное утепление. Здесь по цоколю, в частности, вклеивалась тройка, потом сверху десятка, то есть двойное утепление, чтобы все это вывести в одну плоскость. Смотрится теперь это, сейчас отойду подальше, вот створ стены, если посмотреть, все в одной плоскости. Видите, все по шнурам клеилось. Так, вот это вот то, что зачищено. Пенопласт неровный, как бы проверяйте правилами. Если где-то он выпирает, бывают кривые листы, лучше его так называется зачистить, зачухать, вот, вывести плоскость, чтобы потом было проще это все сеткой, клеем выравнивать. Где-то, если пенопласт был кривой, все стыки пропенены, все швы пропенены. Не все, а где были щели, все пропенено. Вот где более-менее ровная плоскость. Вот листы на 5 зонтиков крепятся по углам, соответственно, также и клей был нанесен. Где у нас имеются углы или колонны, выступающие элементы, еще раз повторяю, все дюбелится чаще по углам через каждые 50. Все пробито. Обратите внимание на откосы оконные, стоят косынки. Это вот эти вот квадратики. 20 на 30 косынка должна быть. Значит, что еще где армируется сеткой? Косынки тоже везде на углах, в принципе, как и на откосах стоят. И плюс сетка 20 сантиметров шириной клеится на примыкание. То есть у нас здесь выступающие элементы. Все углы проклеиваются, тоже армируются дополнительной сеткой. Перед тем, как армировать основной объем, то есть стену всю. То есть по всем углам все это заармировано. Пятый день заармировали все углы, то есть это уголки с сеткой стоят. Вот, зонтики все замазаны, потому что зонтики утапливаются, когда их молотком забиваешь. И если их не замазывать вот таким образом, то когда вы будете наносить сетку, зонтики клей повтягивают и будут видны каждое место, где забит зонтик. Поэтому желательно зонтики тоже промазывать перед тем, как клеить сетку.